Думаю, очень часто, когда мы видим улыбку различных персонажей, первое, что приходит нам в голову под этим жестом, так это радость и счастье. Но что если я скажу, что улыбку можно использовать, выражая свою жестокость, коварство, презрение и все эмоции лишь в одной широкой улыбке под лицемерную браваду? Всем привет, дорогие друзья, с вами Дервис, и сегодня мы разберем одного из главных антагонистов Хазбин Отеля, Аластера. И без лишних слов, поехали! Аластер, или также известный как Радиодемон, внешне предстает очень худым и высоким демоном, ростом в 2 метра 33 сантиметра, с бледно-серой кожей, заостренными желтыми зубами и неким подобием меха черно-красного оттенка, часть которого напоминает оленьи уши. Также на голове у него находятся небольшие оленьи рога, способные увеличиваться в его демонической форме. Глаза Аластера имеют красно-розовый оттенок с черным зрачком в центре, а в некоторых ситуациях, когда Аластер меняет свою форму, его глаза способны приобретать форму радиодисков. Его стандартный наряд состоит из ярко-красной рубашки с 2 пересекающимися черными линиями, красного в полоску пальто с высоким воротником, черной бабочки с красным центром, багровых штанов и черных туфлей. Также он носит черные перчатки с красными пятнами в области ногтей и костяшек. На правом глазу носит монокль и регулярно носит с собой винтажный микрофон, который является частью души Аластера, и он способен даже говорить. Помимо этого, голос Аластера звучит как старая радиотрансляция, что еще сильнее ассоциирует его с радио. Он каннибал и предпочитает вместо сладкого, вроде печенек с чайком, приготовить себе на ужин оленину под крепкий кофе или ликерчик. Также он умеет готовить. Помимо этого, он обожает петь и слушать электросвинг, джаз и устраивать различные бродвей-шоу. В прошлом Аластер был радиоведущим одной из радиостанций в Новом Орлеане. Родом он, кстати, оттуда же. Он также в течение 20-30-х годов 20-го столетия прославился репутацией серийного убийцы. Так, в промежутках от работенки людей на ленты кромсал. В 1929 году он также был свидетелем биржевого краха на Уолл-стрит, вследствие живя потом в эпоху Великой депрессии, пока в возрасте 30 лет он не умирает в 1933 году. Причина его смерти точно не указана, хотя есть версии, начиная от того, что его собаки перегрызли, и заканчивая более правдоподобной и ироничной, в которой сказано, что Аластера застрелил охотник на оленей, что и объясняет его демоническую внешность. В возрасте 30 лет юный радиоведущий умирает и попадает в ад, где с появлением Аластера начинает твориться нечто невообразимое. Но перед тем, как я продолжу, стоит уточнить одну важную деталь, а именно то, каким образом грешники попадают в ад. Но если быть еще точнее, в какой форме? Дело в том, друзья, что каждый грешник ада получает свое тело и силу в соответствии с их грехами, которые они совершили в реальном мире, и причиной их смерти. И по мере своего пребывания в аду, грешники способны развивать свои способности и умения, пребывая в постоянной борьбе между другими за власть и статус, становясь еще могущественней. Однако Аластер был совсем иным случаем. Всего за одну ночь он сумел свергнуть и победить многих древних властителей ада, которые правили веками, попутно вырезая всех и каждого на своем пути. Чтобы все в аду убедились в его безоговорочном могуществе, он пустит в эфир по всему Пентаграм-Сити свою резню, после которой он получит прозвище Радиодемон. Многие гадали и пытались понять, откуда Аластер заполучил столь могущественную силу, заставившую вздрогнуть всех жителей ада, но так на этот вопрос никто не смог ответить и по сей день. За столь короткий срок Аластер сумел стать сильнее, чем большая часть самых сильных демонов во всем аду. Да что уж там говорить, если даже его тень имеет самосознание и делает все, что ей вздумается. При таком раскладе он вполне способен бросить вызов самому Люциферу, но ему, как и впрочем темному владыке, это нафиг не сдалось. Да и по правде говоря, Аластеру неохотно лезть на рожон к таким же по силе демонам, как и он. Ему куда приятнее наблюдать за страданиями и мучениями других, изредка даже к этому прилагая собственную руку, в особенности если кто-то станет у него на пути. На этой ноте мы плавно перешли к характеру и психологическим чертам нашего демонического друга. Если вкратце все изложить, то мы имеем асексуального социопата-садиста, страдающего от самовлюбленности и высокомерия.
По натуре он довольно харизматичен, а манера общения Алластера довольно вежливая и дополняется его широкой улыбкой. Думаю, в реальной жизни ему в этом помогла работа на радио. Что касается улыбки, то она является скорее некой визитной картой Алластера, символизирующая его превосходство и могущество над другими. В частности, он считает проявление других эмоций у демонов показателем их слабости, что лишь придает ему уверенности в своем могуществе. Он высокомерен, однако довольно обаятелен и предприимчив, что дает ему широкий спектр возможностей для манипуляций над другими людьми, выстраивая все исключительно под свои интересы. Алластер никогда не упустит возможности, чтобы ехидно подшутить над теми, кого он считает слабым, или напротив, чтобы сделать из кого-то отбивную, ибо, как я уже сказал, мучения других приносят ему невероятное удовольствие. Весь мир для него словно сцена, в центре которой находится он сам. Многие для него кажутся лишь второстепенными героями, которые не идут в сравнении с его главной персоной. Хаос, разрушение и жестокая действительность – это то, что воистину заставляет его радоваться. Как говорила Вэгги, он всадник хаоса, непредсказуемость и жестокость которого может заставить весь ад полыхать от пламени. Да, спасибо. Главная проблема подобных социопатов, как Алластер, в том, что их нельзя ни подкупить, ни запугать и не договориться. Они желают видеть весь мир в огне. Ничего не напоминает? В любом случае, когда Алластер приходит к Чарли с предложением, в его мыслях и побуждениях не было и не будет даже намека на искупление своих грехов. По факту, он помогает принцессе просто по фану, лишь чтобы наблюдать за тем, как будущие посетители этого отеля будут лажать и все сильнее и сильнее падать вниз. Возможно, и не без его участия. Поэтому он будет помогать до тех пор, пока у него есть на то воля, интерес и желание втягиваться в подобную авантюру вроде Хазбин-отеля. Да и к тому же от Алластера уже будет не так просто избавиться, даже если этого захочет лично Чарли, но это маловероятно. Скорее всего, у него в планах более глобальные и зловещие вещи, чем мы можем себе представить. Но об этом нам остается только гадать. А теперь, пожалуй, подведем итоги. Алластер — это невероятно интеллектуальный, умный и могущественный персонаж, чья целеустремленность на пути к его целям заставляет слабых дрожать перед ним, а сильных его уважать. Он не покладист и никогда не пойдет кому-либо на уступки. Алластер действует исключительно из собственных побуждений и корысти. Он довольно нагл, но и обладает невероятным обаянием, благодаря чему он способен одурачить и ввести кого угодно в заблуждение. Мало кто в принципе способен ему противостоять, а уж тем более предугадать его действия. Именно поэтому Алластер является крайне опасным стратегом-манипулятором, который во что бы то ни стало достигнет своей цели. Однако его харизма, обаяние и саркастичность делают его просто невероятной личностью и злодеем, на которого прям-таки и хочется смотреть с восхищением, поражаясь его способностям. И неизвестно, то ли то, что он был серийным убийцей, или то, что он обладает невероятным умом, наделило его такой силой, но нам известно только одно. От Алластера стоит ждать чего угодно, и когда угодно. И когда настанет его звездный час, он абсолютно всем покажет, на что он способен, и какие планы стоят за его широкой улыбкой. А на этом все, друзья. Спасибо, что посмотрели данный видеоролик. Лично мне было крайне интересно разбирать Алластера как персонажа. Надеюсь, вам также было приятно вести со мной этот анализ и историю. На этот раз я хочу вам предоставить уникальную возможность, а именно выбрать, кого следующим разобрать в моем видеоролике. А все, что для этого нужно, это написать комментарий с именем вашего персонажа, и если я увижу множество комментариев с этим героем, или самый залайканный с именем этого перса, то его следующим я и разбираю. Также не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. А я с вами не прощаюсь, друзья. До встречи в новых видео. Пока.